Имя Гагарина известно всем. Его произносят как факт, как нечто давно установленное и понятное. Первый человек в космосе, 12 апреля 1961 года. 108 минут вокруг Земли, и на этом рассказ обычно заканчивается. Но если попытаться восстановить сам ход событий, возникает простой вопрос: что именно мы знаем о том полете, кроме нескольких выученных фраз? Насколько полной была та версия, которую показали миру, и что осталось за пределами официальных заявлений? Что ж, давайте попробуем это выяснить. В то знаменательное время советские газеты писали о триумфе. Они не писали о сомнениях инженеров перед стартом, не писали о том, что часть параметров проверялась впервые именно в этом полете, не писали и о том, что сценарий возвращения на Землю отличался от того, который позже считался правильным. Это не было прямым обманом, но не будем таить, это был отбор нужных фактов, о которых должны услышать. Ведь в условиях холодной войны результат должен был выглядеть безупречно. Именно с этого и начинается реальный разговор о полете Гагарина. С попытки понять, как принимались решения, когда цена ошибки была слишком высокой, а времени на идеальную подготовку не оставалось. Начало 1960-х – это период, когда космос перестал быть исключительно научной темой. Он стал продолжением политики другими средствами. США и Советский Союз вкладывали ресурсы в ракеты не только ради исследований. Возможность вывести объект на орбиту означала возможность доставить его в любую точку планеты. Это понимали обе стороны. После запуска спутника в 1957 году стало ясно, что СССР вырвался вперед. В ответ США ускорили собственные программы. Началась гонка, где каждый следующий шаг должен был быть быстрее и заметнее предыдущего. Полет человека становился логичным продолжением этой цепочки. Но логичным не значит безопасным. Сроки сжимались, а конструкторы работали с техникой, которая еще не имела устойчивой статистики надежности. Любая ракета того времени – это сложная система, где отказ одного элемента мог привести к полной потере аппарата, и иногда так и было. Но это не должно было означать, что пришло время остановиться и ждать, пока все будет доведено до идеала, ведь тогда гонка будет проиграна. Сергей Королёв, главный конструктор, оказался в положении, где нужно было выбирать между риском и отставанием. В одном из рабочих обсуждений он сформулировал это предельно просто. Полностью готовыми к такому полету быть невозможно. Можно только решить, что дальше откладывать уже нельзя. Это решение определило все, что происходило дальше. До человека в космос отправляли животных. Эти эксперименты стали обязательным этапом. Они позволяли понять, выдержит ли живой организм ускорение при старте, как поведет себя в невесомости и сможет ли пережить возвращение. Самой известной стала история Лайки, первой собаки на орбите. Ее полет показал, что организм способен пережить старт и выйти в невесомость. Но он же показал и пределы возможностей техники того времени. Система терморегуляции оказалась недостаточно эффективной, и животное погибло от перегрева. Позже были Белка и Стрелка, и их полет прошел успешнее. Они вернулись живыми, и это дало важные данные. Но даже в этих миссиях фиксировались проблемы: скачки давления, дезориентация и сбои оборудования. Животные не могли рассказать, что именно они чувствуют, и инженерам приходилось делать выводы по косвенным признакам. Главный вопрос оставался открытым: как поведет себя человек? Ответ на него пытались получить на Земле. Кандидатов помещали в барокамеры, где моделировали разряженную атмосферу. Их крутили на центрифугах, доводя перегрузки до значений, близких к стартовым. Их изолировали на длительное время, чтобы понять, как работает психика в замкнутом пространстве. И эти испытания были не показательные, а предельные. Нужно было понять границы, где человек теряет сознание, как быстро восстанавливается и сохраняет ли способность принимать решения. Но даже этого было недостаточно. Космос оставался средой, где не было прямых аналогов. И здесь возникает тема, к которой обычно относятся осторожно.
Были ли неудачные попытки до Юрия Гагарина? Были ли запуски, о которых не сообщали официально? Прямых подтверждений полетов человека до 12 апреля 1961 года, конечно же, нет. Это важно зафиксировать, однако в ряде источников упоминаются нештатные старты, аварии и потерянные аппараты. В то непростое время, в условиях, когда значительная часть программы была засекречена, информация публиковалась выборочно, а из-за отсутствия интернета контроля было больше. Историк космонавтики Ярослав Голованов писал, что в те годы многие данные просто не предназначались для открытого обсуждения, и в итоге в истории накапливались темные эпизоды, о которых предпочитали не говорить. Поэтому разговор о безымянных погибших остается на уровне гипотез. Нет документально подтвержденного списка людей, которые погибли до Гагарина в космических полетах. Но есть понимание, что программа сопровождалась авариями и жесткими испытаниями, часть которых не становилась публичной. И на этом фоне запуск человека в космос выглядел как очередной шаг в серии экспериментов, где многое проверялось впервые. Когда стало ясно, что технический полет возможен, начался отбор. Кандидатов искали среди военных летчиков, хотя и доставщики еды тоже могли справиться. Это были люди, привыкшие к нагрузкам, дисциплине и быстрому принятию решений. Требования были строгими. Возраст до 30 лет, рост с учетом размеров кабины и идеальное здоровье. Отобрали 20 человек, затем список начали сокращать. Кандидатов проверяли не только на физическую выносливость, но и на поведение в нестандартных условиях, реакцию на замкнутое пространство, переносимость одиночества и скорость принятия решений, когда инструкции не помогают. В итоге осталась группа из нескольких человек, и среди них выделялись двое – Юрий Гагарин и Герман Титов. С точки зрения подготовки они были сопоставимы, оба проходили одни и те же испытания, оба показывали хорошие результаты, но выбор нужно было сделать один. Решение оказалось не только техническим, оно включало в себя фактор, который редко обсуждается напрямую – это восприятие. Гагарин производил впечатление спокойного, собранного человека. Он уверенно держался в любой обстановке, быстро ориентировался в новых условиях и при этом выглядел открытым и понятным для окружающих. Герман Титов был не менее подготовлен, но воспринимался иначе, более сдержанным и менее универсальным в публичном плане. В условиях, когда космонавт становился лицом страны, это имело большое значение. Один из участников отбора позже вспоминал, что Гагарин выглядел человеком, который доверяет сразу, без дополнительных объяснений, и это было очень важно. Есть еще один аспект. Полет «Востока» изначально не предполагал активного пилотирования. Основное управление было автоматическим. Считалось, что человек в невесомости может потерять ориентацию или способность действовать последовательно. Поэтому от космонавта требовалось не только мастерство пилота, сколько способность выдерживать условия полета и при необходимости выполнить ограниченный набор действий. В этом контексте Гагарин подходил под задачу. Он демонстрировал устойчивость, дисциплину и готовность действовать по инструкции. Так сформировался выбор, который позже будет восприниматься как очевидный, хотя в момент принятия он таким не был. К моменту старта все уже было решено, но если смотреть на ситуацию без последующего знания результата, картина выглядела иначе. Ведь это был не гарантированный успех, а тщательно подготовленный риск, в котором сходились инженерные расчеты, политическое давление и человеческий фактор. И именно с этого начинается реальная история полета, который позже станет символом безупречного достижения. Вопрос о том, каким пилотом был Гагарин, обычно звучит уже после того, как его имя закрепилось в истории. Возникает ожидание, что первый человек в космосе должен быть и выдающимся летчиком. Но если смотреть на факты, картина оказывается немного иной. Да, Гагарин был военным летчиком-истребителем. Он прошел стандартную подготовку, освоил реактивную технику и имел опыт полетов, достаточный для своей категории. Но он не входил в число наиболее опытных пилотов страны. Его практический опыт был ограничен,
по разным оценкам порядка нескольких сотен часов. Для сравнения, у многих испытателей того времени налет измерялся уже тысячами. Однако полет «Востока» не требовал классического пилотирования. Он не предполагал маневров в привычном смысле. Корабль не нужно было вести в атмосфере, реагируя на поток воздуха и положение аппарата. Ведь основная работа происходила по заранее заданной программе. Система управления «Востока» была построена на автоматике. Инженеры исходили из осторожной гипотезы. В невесомости человек может потерять ориентацию или даже способность принимать решения. Поэтому управление было максимально упрощено и выведено из постоянного контроля пилота. Гагарин находился внутри герметичной сферы, практически не имея возможности влиять на траекторию. Он наблюдал, фиксировал параметры и передавал данные на Землю. При необходимости он мог перейти к ручному управлению, но для этого требовалось ввести специальный код. Этот код хранился в запечатанном конверте, который разрешалось вскрыть только в случае крайней необходимости. Такое решение говорит само за себя. Человеку доверяли присутствие на борту, но не передавали полный контроль. Это был компромисс между желанием проверить возможности человека и страхом перед неизвестным. Поэтому оценка Гагарина как пилота требует уточнения. Он не демонстрировал сложный пилотаж. Его задача была другой – выдержать полет, сохранить работоспособность, подтвердить, что человек может находиться в космосе и действовать в этих условиях. Летчик-испытатель Марк Галлей, который участвовал в подготовке космонавтов, позже отмечал, что в этом полете человек был частью системы, а не ее управляющим элементом. И именно в этом и заключалась главная проверка. Утро 12 апреля 1961 началась как тщательно отработанная последовательность действий. Подготовка к старту шла по графику. Проверялись системы, фиксировались параметры, шел постоянный обмен данными между площадкой и центром управления. Когда ракета оторвалась от стартового стола, начался этап, который до этого ни разу не проходил с человеком на борту официально. Перегрузки быстро росли. На активном участке они достигали значений, при которых у неподготовленного человека наступает потеря сознания. Гагарин должен был сохранять способность говорить, передавать информацию и фиксировать происходящее. Связь с Землей была непрерывной, насколько это позволяли технические возможности. Гагарин докладывал о самочувствии, о состоянии корабля, о том, что он видит. Его голос оставался ровным, без признаков дезориентации, и это было одним из ключевых результатов полета. После выхода на орбиту перегрузки исчезли, наступило состояние невесомости. До этого момента никто не мог с уверенностью сказать, как человек отреагирует на нее. Но были опасения, что нарушится координация, появятся галлюцинации и человек потеряет контроль над движениями. Состояние, в общих чертах, знакомое в первые дни января. Но этого не произошло. Гагарин описывал Землю, ориентировался в пространстве и выполнял инструкции. В одном из сообщений он отмечал, что видит горизонт, облака и структуры поверхности. Тем временем корабль продолжал движение по орбите в автоматическом режиме. Системы поддерживали давление, температуру и подачу кислорода. Любое серьезное отклонение означало бы невозможность продолжения полета. Есть деталь, которая в тот момент не воспринималась как критическая, но сегодня выглядит показательной. Радиосигнал с корабля не шифровался и передавался открыто. Это означало, что его могли принимать не только советские станции. Так и произошло. Во время полета сигнал фиксировали и за пределами СССР. В первую очередь средствами наблюдения США, включая пункт радиотехнического контроля на острове Шемья, Аляска, а также станциями радионаблюдения Великобритании, в том числе объектами, связанными с радиолокационным комплексом в Файлингдейлсе, и Австралии, район полигона Вумера, в том числе отдельными приемами в Японии и радиолюбителями. Это позволило осознать, что корабль с человеком вышел на орбиту еще до официального сообщения телеграфного агентства Советского Союза. В условиях противостояния это имело значение. Информацию уже нельзя было полностью удерживать внутри страны. Сам полет проходил близко к расчетному сценарию,
но ключевые трудности начались на этапе возвращения. Для схода с орбиты включался тормозной двигатель. После этого корабль должен был разделиться на два модуля – спускаемый аппарат и приборный отсек. Это разделение происходило не сразу. Модули некоторое время оставались соединенными кабелями. В результате возникло вращение. Ситуация была потенциально опасной. Неправильная ориентация при входе в атмосферу могла привести к перегреву или разрушению аппарата. В итоге соединение разорвалось, и спускаемый аппарат занял нужное положение. Но этот эпизод не был частью официального описания полета. Дальше начался спуск через плотные слои атмосферы. Перегрузки снова выросли. Температура на внешней поверхности достигала значений, при которых без тепловой защиты аппарат бы разрушился. Внутри капсулы условия оставались в пределах допустимого, но нагрузка на организм была значительной. И здесь возникает еще один момент, о котором долго не говорили открыто. Юрий Гагарин не приземлялся внутри корабля. На высоте около 7 километров он катапультировался из «Восток-1» и дальше спускался на отдельном парашюте. Это было заложено в конструкцию. Сам спускаемый аппарат тоже снижался на парашюте, но без полноценной системы мягкой посадки. Удар о землю оставался жестким, с заметной нагрузкой на корпус. Поэтому космонавт покидал аппарат до приземления. Долгое время это не афишировали, и на ранних снимках создавалось впечатление, будто он выходит из капсулы после посадки, хотя в реальности приземление происходило отдельно. Однако в официальной версии этот факт долго не упоминался. Причина была формальной. По правилам Международной авиационной федерации полет считался завершенным корректно только в том случае, если пилот приземлился внутри аппарата. Чтобы избежать споров о признании рекорда, эту деталь просто не акцентировали. В результате сформировалось расхождение между реальной схемой посадки и ее публичным описанием. К этому добавились и другие нюансы. Нештатное разделение модулей, способности спуска, технические ограничения. Все это оставалось внутри отчетов, но не выходило в открытое поле. Газеты давали другую картину. В ней полет выглядел как последовательность точных и полностью контролируемых действий, завершающихся без отклонений. Это была удобная и понятная версия, которая выполняла свою задачу. Дальше информация начала двигаться по внутренней цепочке. Сначала станции слежения, затем аналитические центры, затем военные структуры. Из этих звеньев формировались сводки, которые передавались выше. В рассекреченных материалах видно, что к моменту, когда полет еще продолжался, в США уже было понимание того, что произошло. Оценивались параметры орбиты, длительность витка и характеристики сигнала. По мере уточнения данных информация доходила до политического уровня. Упоминания об этом встречаются в документах того периода. Сообщения передавались в адрес руководства, включая президента. Таким образом, полет был признан как факт до его завершения. Это важно, потому что исключает возможность интерпретации задним числом. Событие фиксировалось в процессе, а не после него. Поэтому, когда прозвучало официальное сообщение, оно не открыло полет, а подтвердило уже установленную реальность. Для широкой аудитории это стало новостью, для специалистов – завершением наблюдаемого процесса. В этом смысле полет Гагарина стал событием, которое сразу вышло за пределы национального контекста и оказалось в поле глобального контроля. После возвращения на Землю начинается другой этап – формирование образа. Гагарин практически мгновенно становится фигурой мирового масштаба. Его лицо появляется на фотографиях, его голос звучит в записях, его присутствие фиксируется на встречах и в поездках. Это происходит быстро и организованно. Этот образ собирается из конкретных элементов. Молодой человек, спокойный, уверенный, сдержанный в формулировках. Он не говорит о сложностях, не акцентрирует внимание на технических деталях. Его речь проста и понятна. Это делает его удобным для восприятия и внутри страны, и за ее пределами. Но при этом происходит отбор информации.
Полет, который в реальности включал в себя нештатные эпизоды и технические ограничения, в публичной версии выглядит как последовательный и полностью контролируемый процесс. Нюансы, требующие дополнительных объяснений, остаются вне этого описания. Но проходит время. 7 лет после полета происходит событие, которое возвращает внимание к личности Гагарина уже в другом контексте. 27 марта 1968 года он выполняет тренировочный полет на учебно-боевом самолете МиГ-15. В кабине вместе с ним находится инструктор Владимир Серегин. Полет проходит в обычных условиях, без задач, выходящих за рамки стандартной подготовки. Связь с Землей устанавливается, задания выполняются. На одном из этапов экипаж сообщает о завершении работы и запрашивает разрешение на возвращение. Через короткое время связь прерывается, самолет исчезает с экранов. Его обломки обнаруживают на Земле. Расследование начинается сразу, но уже на первом этапе становится ясно, что восстановить точную картину будет сложно. Условия полета включали облачность и ограниченную видимость. Прямых данных о последних секундах недостаточно. Официальная версия формируется на основе доступной информации. Она указывает на резкий маневр, выполненный в ответ на внешний фактор. Маневр приводит к выходу самолета в положение, из которого экипаж не успевает его вывести. Эта версия объясняет общий ход событий, но оставляет пространство для уточнений. Со временем появляются дополнительные интерпретации. Одна из них связана с возможным прохождением другого самолета на высокой скорости вблизи. Предполагается, что это могло создать резкое возмущение воздуха и привести к потере устойчивости. Другая версия акцентрирует внимание на погодных условиях. Плотная облачность могла ограничить ориентацию. В таких условиях пилот ориентируется по приборам, и любая ошибка в показаниях или интерпретации может привести к неправильному маневру. Рассматривается и вариант технической неисправности, но прямых доказательств серьезного отказа системы не найдено. Это не исключает локальных проблем, но не дает основания считать технику основной причиной. Отдельно обсуждается и человеческий фактор. Ошибка в оценке ситуации, запаздывание с реакцией и попытка выполнить слишком резкий или опасный маневр. Эти элементы часто присутствуют в авиационных происшествиях, но в данном случае они не подтверждаются однозначно. Существуют и более радикальные версии, предполагающие намеренное воздействие. Однако для них нет документальных оснований ни в официальных материалах, ни в последующих исследованиях не выявлено данных о целенаправленной организации аварии. Эти версии появляются там, где информации не хватает. Спустя десятилетия к анализу возвращались летчики и специалисты. Одни указывали на сочетание факторов, сложные погодные условия и внешний фактор, другие на типичную цепочку отклонений, которые приводят к критическому исходу. Единого ответа нет, исходные данные ограничены, реконструкция строится по косвенным признакам, часть информации остается закрытой. Так не стало героя космонавтики. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на Boosty и Patreon, этот ролик вы могли посмотреть там уже давно, ну и просто там каждый день выкладывается много интересного материала, так что добро пожаловать, ссылки будут в описании. Полет Юрия Гагарина стал прорывом, первым подтвержденным случаем, когда человек вышел на орбиту и вернулся. Он происходил в условиях, где много делалось впервые, а часть информации оставалась внутри системы управления. Эта история зафиксирована в документах и воспоминаниях. Между ними есть расхождения, и для событий такого масштаба это неизбежно. И именно это удерживает к ней такое внимание. Полет Гагарина стал отправной точкой. После него космос перестал быть теоретической задачей. Началась отработка орбитальных полетов, систем жизнеобеспечения и длительных миссий. И многие из этих решений используются до сих пор.